Во второй части моей презентации я хочу вам рассказать о поддерживающей терапии метадоном в Кыргызской республике. Чтобы проводить заместительную терапию метадоном, мы сначала должны понять, что такое все-таки поддерживающая терапия. А это является одним из наиболее эффективных методов лечения и оказания помощи лицам с опиоидной зависимостью путем контролируемого назначения лекарственных препаратов. Целью и задачей является профилактика, это основная цель, профилактика и распространение ВИЧ-спид-инфекции и других инфекций, передаваемых через кровь. Повышение доступности медико-социальной помощи для лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Смягчение негативных последствий потребления нелегальных наркотиков, включая преступность и экономическое бремя. Снижение риска передозировки, несчастных случаев и других последствий, потенциально связанных со смертельным исходом. Нормативно-правовая регуляция ПТМ в Кыргызской республике, так же как и лечение других видов заболеваний в Кыргызской республике, поддерживающая терапия метадоном основывается на научной доказательности и проводится в соответствии с клиническим руководством и протоколом на основе поддерживающей терапии метадоном. Принятые в 2015 году, у нас есть специальный экспертный совет, который проводит совещание, и там утверждаются все клинические протоколы. Утверждение на этом совете имеет очень важное значение, так как проводится в течение года. И здесь обязательно должно быть, руководство должно быть на основе доказательности. Метадон у нас входит в перечень жизненно важных лекарственных средств с 2006 года. Все кабинеты выдачи метадона в КР включены в реестр субъектов законного оборота, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль в соответствии с законом о правилах хранения, учета наркотических средств. Поддерживающая терапия метадоном была включена в предыдущую и также вот в эту государственную программу, которая имеет до 2021 года. Развитие и расширение ПТМ является стратегией вторичной наркопрофилактики в антинаркотической программе, которая с 2014 года у нас существует. Какие же все-таки условия проведения ПТМ? Метадон назначается только лицам, имеющим опиоидную зависимость, в соответствии с критериями клинического протокола и руководства. Применяется только в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения и Государственной службы исполнения наказания. Терапия проводится в условиях, исключающих анонимное лечение. То есть все лица, которые у нас вступают в программу заместительной терапии, они обязательно ставятся у нас на наркологический учет. Прием раствора метадона пациентам осуществляется ежедневно в кабинете выдачи под присмотром медицинского персонала. Квота на ввоз метадона в страну составляет 40 килограммов в год. Закупка субстанций пока сейчас осуществляется через Международную организацию ПРООН в рамках гранта Глобального фонда, согласно установленным международным стандартам и законодательством Кыргызской республики. Какие все-таки практические шаги у нас предоставления ПТМ? Имеет несколько этапов. То есть, во-первых, это этап приема пациента, потом этап подбора дозировки метадона и этап поддержания. На этапе приема пациента мы сначала оцениваем состояние пациента, определяем его мотивацию на лечение, предоставляем информацию о действии метадона, какие условия участия в терапии, и после этого все он подписывает определенные документы, включается в терапию по решению специальной комиссии. Потом наступает этап подбора.
Этап подбора дозировки метадона – это вот стартовая дозировка метадона, это 25-35 мг. Потом постепенно повышается в зависимости от тяжести состояния до среднетерапевтической. Этот этап длится до 1 месяца, от 2 недель до 1 месяца. Этап поддержания – это удержание клиента на среднетерапевтической дозировке. В это время мы наблюдаем за состоянием пациента, проводим консультации с специалистами. Здесь у нас работают врач, соцработник, психолог по мере обращения за консультацией, но не реже 4 раз в месяц. На этой стадии тестируется моча на наличие нелегальных наркотиков в организме пациента для того, чтобы оценить адекватность дозировки метадона. Это поддержание, он может быть длительным. Услуги, какие предоставляются во время продолжительности лечения. Проводится направление пациента на обследование, на инфекционные заболевания. Это в основном ВИЧ-инфекции, инфекции, передаваемые половым путем, туберкулез, вирусный гепатит и другие исследования, если есть какие-то клинические показания. Предоставляются информационные материалы, раздача презервативов, проводятся мини-сессии. Мини-сессии такие обучающего характера. Также организуется помощь пациентам с особыми потребностями. Это, например, если вот в случае госпитализации клиентов, лица, например, с туберкулезом или с ВИЧ-инфекцией, другими заболеваниями, а также беременные женщины. Если они госпитализируются в стационары, то туда осуществляется доставка раствора метадона, медперсонал, который обеспечивает ежедневную выдачу препарата там. В случаях заключения клиента, пациента в исправительную систему, то здесь автоматически включается в эти программы. И у нас, где проводится заместительная терапия метадоном, вот туда направляется клиент-пациент. В особых случаях, например, в качестве поощрения, разрешается выдавать пациентам и членам метадон на вынос. Вот этот случай у нас, так как вот эпидемия коронавируса, и наши пункты заместительной терапии работали в определенном режиме. То есть мы выдавали клиентам, пациентам на 5 дней, потому что они не могли приехать в пункты заместительной. Это вот в начале у нас, когда была чрезвычайная ситуация и когда было все закрыто, пациентам выдавалось на дом, то есть на руки выдавались дозы метадона. Оснащенность ПТМ. Все сайты оснащены компьютерами и система видеонаблюдения и тревожные кнопки, если что-то там происходит в целях безопасности медперсонала. На всех сайтах функционирует электронный регистр именно заместительной поддерживающей терапии. Обучение медперсонала проводится как первично, так и постоянно, периодически. Все врачи ПТМ являются наркологами-психиатрами, которые обязательно проходят образование на базе медицинской академии и медицинского института подготовки и переподготовки кадров. И они должны каждые 5 лет проходить на этих программах, должны постоянно проходить обучение. Врачи медперсоналы регулярно проходят это, вот, например, если какие-то ситуации возникают, происходят различные семинары и тренинги на базе самого Центра наркологии и Ожского межобластного центра наркологии. Они обучаются на основе утвержденной Министерством здравоохранения клиническим руководством, клиническим протоколом. Сейчас я немножко дам статистические данные по сайтам этим.
1 января, как я уже говорила, у нас состоит около 8500 человек. Из них 5265 являются лица, употребляющие инъекционные наркотики. Оценочная численность ПИН у нас была в 2017 году. Это по быстрой оценке ситуации. И тогда было выявлено, что 25 тысяч у нас лиц, употребляющих инъекционные наркотики. На первое полугодие 2020 года у нас где-то около 1000 человек, что составляет 4% от оценочного и 12% от зарегистрированного. Сейчас у нас вот на 6 я здесь цифры даю, 915 человек. Это в системе общественного здравоохранения 613 и в пенитенциарной 302. Какие же характеристики? У нас есть ВИЧ-позитивные пациенты, конечно, это 27%. Из них АРТ-терапию получает 96%. С туберкулезом есть это 5,2%. Из них получает 89% противотуберкулезное лечение. С вирусным гепатитом 32%. Но вот здесь я не дала данные, то, что лечение получает, не получает. Нет данных. Здесь вы видите географическое расположение ПТМ. 15 пунктов заместительной терапии, поддерживающей терапии метадоном, находится в системе общественного здравоохранения, и 9 находится в системе исполнения наказаний. Вы видите город Бишкек, Чуй, Джалалабад, город Ош, Баткен, Ошска. Почему они выбраны были? Потому что вот те люди, которые на наркологическом учете состояли, и они, это все явилось основой для того, чтобы открывать здесь сайты, поддерживающие терапию метадоном. Было несколько оценок. Это оценок эффективности терапии в Кыргызской республике международными экспертами. В 2006 году Всемирная организация здравоохранения, в 2008 году она же, в 2011 году уже в пенитенциарной системе. В 2011 году также была программа, проект UNAIDS WATCH тоже провели оценку. В 2012 МАЙКАП, в 2015 Всемирная организация и в 2018 проект CDC. Что же они сказали, какие же у нас успешные стратегии были? Во-первых, это децентрализация поддерживающей терапии метадоном, то есть были внедрены программы в учреждениях первичного уровня, то есть в центрах семейной медицины, в группах семейных врачей, как на уровне центров СПИД. Также в стационарных учреждениях, например, в городской противотуберкулезной больнице или в Волжской городской клинической больнице. Там были открыты сайты, и пациенты могли туда подходить. То есть получать не только противотуберкулезное лечение и получать лечение против зависимости. Или получать не только против АРТ-терапии, но и против зависимости. Внедрение ПТМ в учреждениях пенитенциарной системы способствовало непрерывности предоставления услуг. То есть, если он в гражданском секторе получал заместительную терапию, если попадал случайно в тюрьму, то там в тюремной системе ему тоже продолжалось. И если потом выходил, то опять же в гражданском здравоохранении продолжалась программа для этого клиента. Очень успешная стратегия, уж при стабильной ремиссии мы могли выдавать на пациентам и членам их семьи до 5-дневную дозу. Хорошая тоже успешная стратегия, это когда при госпитализации в другое лечебное учреждение мы могли передать в это учреждение метадон, и там пока он там находился в этом стационаре, наши постоянно ежедневно возили ему его дозировку. И активно вовлечены участие в сообществе из числа пациентов ПТМ. Очень много клиентов-пациентов, они открыли свое НПО и предоставляли помощь социально-реабилитационной направленности. Вот это я считаю, что хорошая практика, потому что они изнутри знают, какие проблемы,
какие у них вопросы есть. И вот НПО очень помогало в этом смысле. Также были внедрены 2 мобильных пункта, как в городе Бишкек и в Чуйскую область. Они обследовали пациентов на ВИЧ-инфекцию и выявление ВИЧ-инфицированных. Также у нас внедрены подходы по принципу единого окна, то есть в одном месте получать все услуги. Как я уже повторюсь, разработан электронный регистр и функционирует веб-сайт РЦН. Электронный регистр был у нас в 2016 году. Здесь чем она хорошо? Все было связано здесь на уровне ПТМ, например, какой-нибудь пункт сайта. И там информация идет в общий коллектор, где находится в Республиканском центре наркологии. Но и здесь была еще связана с тем, что был доступ к базе ВИЧ-инфицированных, то есть насколько он получает дозировку. И вот это была очень хорошая. Вот я просто здесь внешний вид показала вам, чтобы вы могли представление иметь. Принцип единого окна. У нас очень много сайтов были открыты на базе противотуберкулезной больницы. И здесь, конечно, они могли получать и противотуберкулезное лечение, и от зависимости. Получали также АРВ-терапию, то есть если у него ВИЧ-инфицированный, то он мог и АРТ получать терапию, и метадон. Вот сайт, на котором у нас есть новости, нормативная база, что мы там делаем, какие контакты, как могут сюда. Здесь у нас в основном законодательство, клинические протоколы, руководство вывешены.